Фридрих Ницше. Биография. Фридрих Вильгельм Ницше занимает особое место в истории философии. А ницшеанство – это новая эпоха о развитии представлений человечества о самом себе, о своем месте во Вселенной, о прошлом и будущем, о смысле бытия, о том, что такое добро и зло. Ницше родился в 1844 году в Саксонии, которая тогда была частью Пруссии, в семье протестантского пастора, предки которого были выходцами из Польши. Сам философ впоследствии всегда подчеркивал свое славянское происхождение. Отец Ницше, страдавший душевным расстройством, умер рано, и мальчика воспитывала мать. Юный Фридрих окончил знаменитую классическую гимназию в Наумбурге, а потом учился в Боннском и Лейпцигском университетах. За выдающиеся успехи в студенческие годы 24-летнему Ницше предоставили кафедру классической филологии в университете швейцарского города Базель, даже без защиты докторской диссертации. Ницше пришлось принять участие во франко-прусской войне в качестве санитара. Перед этим он демонстративно отказался от своего прусского подданства и до конца жизни оставался без какого-либо гражданства. Огромное влияние на молодого философа и филолога оказало знаменитое сочинение Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Еще большее значение для Ницше имела музыка Рихарда Вагнера. С его семьей он некоторое время был очень близок. Сам Ницше тоже сочинял музыку и как любитель-импровизатор прекрасно играл на фортепиано. Из писателей Ницше выше всех ставил Достоевского. Книги Фридриха Ницше потрясли современников. Их называли музыкой, записанной не нотами, а словами. Это были необычные философские трактаты, больше похожие на восторженные поэмы. Их восприняли как распоясавшееся остроумие, как маскарад свободомыслия, как гениальную чушь, как похмельные мысли, как великий поход против тирании морали и против всех прежних ценностей человечества. Так говорил Заратустра, книга для всех и не для кого. Человеческое, слишком человеческое, книга для свободных умов. Злая мудрость. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего. Падение кумиров, или как философствуют молотом. Антихрист. Все это трудно читать, а еще труднее понять весь этот философско-поэтический гениальный бред. Но человечество, зашедшее в духовный тупик в конце XIX века, прочло и восторженно приняло. Помог ли Ницше людям найти путь к истине? Трудно дать ответ на этот вопрос. Если и помог, то не больше, чем все предшествующие философы, мудрецы и пророки, которые пытались это сделать до него, каждый по-своему. С юношеских лет Ницше мучили страшные головные боли, и он почти ослеп. В 1879 году Ницше оставил преподавание в университете и, получив пенсию, уехал в Италию. Здесь он встретил свою возлюбленную, Лу Андреас фон Саламе. Ее отказ выйти замуж за философа, а потом вмешательство в их отношения сестры Ницше, привели к тому, что Саламе и Ницше спустя некоторое время расстались. В 1889 году с Ницше случился тяжелый нервный припадок, после того, как он увидел на улице Турина жестокое избиение лошади извозчиком. Психическое состояние философа резко ухудшилось. Последние годы жизни он провел в психиатрической больнице,
и умер в 1900 году. В Советском Союзе сочинения Ницше не издавались, потому что считалось, что его идеи использовали для создания своей идеологии фашисты. Это, конечно же, чересчур упрощенное и потому неверное толкование. Оно во многом связано с последней книгой философа «Воля к власти. Опыт переоценки ценностей». Ее по черновикам Ницше подготовила его сестра Элизабет, которая, по мнению некоторых исследователей, сильно исказила тексты, чтобы они соответствовали ее собственным взглядам и идеям. Ницше не проповедовал ни расизм, ни ненависть к человечеству, ни войну. Как философ он хотел понять себя, познать мир, приблизиться к пониманию смысла жизни. Он писал о необходимости сближения германских и славянских народов. Считал, что творческое начало, присущее славянам, поможет германским народам преодолеть их ограниченность. Ницше предвидел деградацию мира под воздействием примитивного американизма и писал, что рано или поздно начнется война за господство над земным шаром во имя противоборствующих философских учений. Возможно, накануне этих событий мы сейчас и живем, спустя более 100 лет после смерти Фридриха Ницше. Если вы знаете другие интересные факты из жизни Фридриха Ницше, то напишите их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!